тут не могу остановиться. Не знаю, о чем ты говоришь. Мы деньги время. Дубль 551. Всем привет, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях моя сестра Ольга. Всем привет. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Всем. Да, мои подписчики, друзья, знакомые. Хорошо, я тебе говорю, моя сестра Ольга, и что ты говоришь? Хорошо. Ну, это твоя сестра. Вот сейчас начинай, вот сейчас начинай. Я, ты, он, она. Моя сестра. Вот сейчас. Я говорю, ты кому говоришь? Я Я говорю, говорю, я думала, ты мне говоришь. Всем привет, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях моя сестра Ольга. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Ольга. Ну, привет, привет. Хотим рассказать вам ситуацию, о которой вся наша рубрика со стороны человека, близкого к Татьяне в нашем случае. Близкого к тому состоянию, близкого к угу. Близкого. Еще раз здравствуйте, Ольга. Скажите, пожалуйста, с чего бы вы хотели начать? Всем привет. Как сказала Татьяна, меня зовут Ольга, и я та самая сестра вторая, которая находилась в Ташкенте, когда все это случилось. Что все это? Ну, эпизод нашей Татьяны. Не всегда находилась в Ташкенте. Как раз таки я тоже уехала. Рассказывайте. На самом деле, я, как человек достаточно легкий, ленивый и Легкий в общении? легкий ко всему происходящему в этом странном мире, я, не воспринимающая серьезно очень многое, подумала, что вначале, устал человек, пусть поспит, и уехала по делам своим в Россию. Передаем всем привет. Когда приехала, спит человеку, спит, кушать выходит иногда, и все. Для меня звоночком стал наш выход спустя уже, например, 3 или 4 месяца и Таниного лежания в комнате. Мы как-то пошли на ужин, и мы просто собрались, договорились, вышли. А Татьяна вышла и обратно зашла. В этот момент мне стало понятно, что это не лень. Это были действительно испуганные глаза, желание спрятаться за дверью, желание... И с того момента я начала действительно наблюдать. У меня 2 детей, мне вообще ни до кого. И я всегда... То, что говорили там, это ненормально, я всегда думала, пусть спит. Я бы вообще тоже спала, меня бы не трогали, было бы кайф. Но вот это желание спрятаться, здороваться со всеми из-за двери, то есть приходят люди, и она старалась поздороваться, либо пробежать, либо не выйти как-то так. Это желание спрятаться. Причем желание спрятаться не потому, что люди надоели, а как будто бы прям был какой-то страх. И я, как человек общительный довольно-таки, и начала, конечно, звонить. Сама я не знаю, что делать. Я знаю, что у нас есть братья, врачи, у нас есть образованные, умные, развитые друззя, большой круг общения. То есть я начала просто всех спрашивать. Что есть неразвитые люди, недоразвитые? Некомпетентные в этих вопросах. Тогда скажите, у нас есть компетентные в этом вопросе братья, друзья, знакомые. И наша сестра, которая, например, разобралась в этом вопросе, а я лишь задала его, то мы просто созванивались постоянно, решали, консилиум, и чувствовались тоже растерянность, но хочу сказать то, что не нужно бояться, и мы не знали, что делать. То есть первое, мое желание, реакция, и, может быть,
как мамы двоих детей, привести в чувство и вытащить из этого состояния, это дать советского пи. Но посоветовавшись, спросив у братьев своих, поможет это или нет, они сказали нет, нужно разговаривать. Разговаривать я так себе на серьезные темы разговаривать. Ну, призывала к помощи, а что делать? Потому что делать что-то надо было. Я помню, что мама спросила как-то у Татьяны, ты сможешь справиться с этим сама или нет? Какой был ответ, я не помню. Но я сразу такая, позвоним всем. Я такая, тетя Варя, которая, Наташа, а ты знаешь, у нас в квартире газ, а у вас? У нас подключился старший брат, который работает, но ничего, он созванивался с Татьяной. Татьяна от всех абстрагировалась, отключилась, но с ним она разговаривала. То есть он как-то мог, может быть, как старший брат, может, как врач, как друг, как он мне объяснил, со мной она будет разговаривать, а с тобой нет. И на вопрос, почему я же старшая сестра, вроде как хочется, но я не... Дай пятюню мне. Вырезать. Он сказал, потому что она сейчас чувствует от вас угрозу физическую, и ей хочется спрятаться. А со И мной- давление, И наверное. давление. Вы на нее можете повлиять физически, а я не могу физически повлиять, поэтому со мной она будет разговаривать. Ну, я сказала брату, что давай, делай что-нибудь, потому что мы как 5 стариков с разных колхозов перед деревом, как его реанимировать. То есть один говорит, нужно поливать, другой говорит, нужно отрезать. Я сказала, может быть, нужно там какие-то такие кардинальные методы, но каждый же отталкивается от себя. Я говорю, может быть, надо напиться, может быть, надо там попеть, поорать, потанцевать, физкультуру, там, ну, не знаю, иди в бассейн. Все это не хотелось. Костя звонил во время работы, после работы, часто много. Я не всегда брала трубку. Да, потом, но он молодец, то есть он звонил мне и говорил, она не берет, давай. Я выносила телефон. Другой брат сказал, нужно обратиться к специалисту, пожалуйста. А вот этот момент еще, вы знаете, как будто бы психолог дорого, но на самом деле ты думаешь, господи, ну это недорого, потому что ты не можешь справиться, ты сам нервничаешь, ты не знаешь, как задавать вопросы, ты не знаешь, что делать. И ты думаешь вроде как, что даст просто обычный разговор и психолог, кто он? Тут, да, есть в этом зерно чего-то, потому что лучше обращаться к психиатру или психотерапевту, хотя бы к психотерапевту, так как психолог не имеет права работать с человеком, у которого диагноз. Диагноз ставят опять-таки психотерапевты. Поэтому, когда вы придете к психотерапевту или... Стоп. Когда вы придете к психотерапевту или психиатру, и он поставит вам диагноз, если он у вас есть. Если у вас его нет, он направит вас к психологу или же сам назначит какое-то лечение. Если есть диагноз, то психиатр выпишет вам либо таблетки, либо терапию и закрепит за вами Кого-то. И закрепит за вами специалиста и психолога сопровождающего. Ну, было решено действовать методом проб. Мы спрашивали, может быть, нужно напиться, подключили другую сестру,
которая более близка Миндально. ментально с Татьяной. Я говорю, ну, со мной пить она не хочет, может, с тобой? Она говорит, все, едем. Так, все, Таня, едем. Таня вроде как вышла, не вот этот нежелание обидеть, оно как-то все-таки ее нет поднимало. Ну, я не совсем вышла. Там было такое, что сестра двоюродная пишет, ты мне ее подаешь, когда она из дома выходит, а я ее запихиваю в машину, и мы едем. Так и было. Она говорит, все, я забираю. Я говорю, давайте. потому что, это не помогло. Там мы думали, что там Таня расплачется, придет в себя, там ее успокаивают, поутешают. Ну, не помогло. Она сходила, пришла и дальше легла. Вычеркиваем. Следующий пункт. Следующим пунктом были разговоры. Разговоры не привели ни к чему, потому что Костя на расстоянии говорил, так, встань завтра, иди, там, что-то какое-то... изгородь порежь, отрежь, нарежь, постриги. 3 дня он звонил, иди, физическая работа, она тебя отвлечет, сконцентрирует на чем-то, встань, делай. Каждый день спрашивал меня, сделала ли Татьяна что-то, ответ был нет. Поэтому разговоры с братом тоже не помогли ни к чему, потому что все-таки есть такой момент того, что мы где-то заботимся, где-то злимся, где-то переживаем. А подходить нужно с холодной головой. Поэтому я уже нашла психотерапевтов, как я почитала в Ташкенте, самые лучшие все-таки в госучреждении, в республиканском. Хотела записаться туда, но тут выяснилось, что тот, кто поедет и встанет на учет в республиканский психодиспансер, тот будет на учете. И если вдруг захочет Таня потом пойти куда-то в госучреждение, в детский сад, школу, университет, то тот, кто состоит на учете, просто не сможет этого сделать. Поэтому... Ну, это правильно. Да, и как бы этот вопрос республиканский диспансер у нас отпал, мы начали искать частные клиники, куда можно обратиться. Но сначала, конечно, мы находили это через интернет, потому что выходить ей тоже было лень. Я такая, ну, даже не лень, а вот тяжело. Я говорю, все, мы приведем к тебе. Мы нашли несколько сайтов, где онлайн психологи занимаются. Нашли несколько психологов. Но с психологом нельзя было работать, поэтому психологи не сильно особо помогли. Ну да. 2-3 сессии, может быть, было с психологами, которые не помогли. Ну и мы тогда уже, конечно, решили чуть-чуть действовать по-другому. Мы нашли центр, в который мы приехали. Мы просто взяли ее, сказали, одевайся, мы едем в центр ментального здоровья. И когда мы туда зашли, странно, но врач сказала, вам нужна помощь, глядя на меня. Потому что... Врач сказала, что вам нужна помощь. Да, она сказала, ну помощь мне-то нужна. Я же с 2 детьми. Я сказала, нет, вот, пожалуйста, человек спит, лежит, ничего не хочет, боится выходить из дома, не слушает, не разговаривает. Ушла из социальных сетей и вышла. Ну, потому что, думаю, может, надо что-то ей сказать такого, что она не может сказать при мне. Хотя я могу все сказать при них, делать. Врач сказала, ну, конечно, потом они там поговорили, позвали меня, и она говорит, она хочет посоветоваться. Я рекомендую начать пить антидепрессанты. Для меня это точно так же, как и для многих, наверное, антидепрессанты, все там белая палата, мягкие стены, завязанные руки. И я думаю, ну, она же не чекане. Я говорю, мы подумаем. Сейчас, ну, принимать решение не будем, потому что надо с этим как-то обсудить все это. Она говорит, вам нужно пить, и это ничего страшного.
в этом нет. И вы обратились очень поздно. Потому что она говорит, как только это начинается, спустя 2-3 недели мы должны были уже это заметить и прийти. А мы пришли спустя месяца 3, наверное, может быть, больше. Обратиться нужно было уже спустя 2 недели такого странного поведения, но из-за того, что мы не знали, что нужно обращаться и куда нужно обращаться, Да. мы обратились спустя 3 или 4 месяца. 3-4 месяца. Поэтому, кто замечает странное поведение, напишите мне на почту или там в комментариях, я вам дам контакт, куда нужно обратиться. В хорошую клинику психиатров, психотерапевтов и психологов. Она мне вообще сказала, вам нужно ее положить к нам на 10 дней. Потому что, когда она начнет терапию и будет пить, у нее прибавится энергия. Когда И- она начнет терапию и будет пить таблетки, Да. У нее за ней нужно 24/7 следить. Потому что побочный эффект может побочный эффект в том, что если были суицидальные мысли, то тут и не было сил на это, то эти лекарства придадут сил, и нужно следить за человеком. И я такая, блин, с одной стороны, закрывать человека, это как раз-таки еще подчеркивать, и, ну, может быть, и не знаешь, как себя вести, чувствовать. И опять-таки ты думаешь, как воспримет это Таня. Ну, то есть она скажет, вы меня... Я думала так, что она скажет, зачем вы меня здесь оставили, я в этом не нуждаюсь. Я говорю, мы дома можем пить, я могу смотреть. Она говорит, ну, если 24/7 кто-то с ней будет, тогда можно и дома начать пить. 24/7. И я думаю, ну, я все равно 24/7. Здесь семьи будет и 3. Но на самом деле мы их не начали пить сразу, да? На самом деле я не начала пить сразу таблетки, потому что Потому шли долго. Потому что... Как это сказать? Потому что это надо делать каждый день, утром и вечером, по расписанию. Я не дисциплинированная, я не смогла этого дать. Татьяне было абсолютно не до того, у нее был один день сурка, серый. Ну и поэтому было решено, не было решено, а сестра приехала и сказала, я ее заберу, и давала ей каждый день таблетки, как больному человеку. Уходя на работу, давала таблетки, там звонила в обед. И вот эта дисциплина, эта работа действительно Для ответственного для человека. ответственного человека дисциплинирована. Ну, в принципе, для меня было легко, не уехать. Почему был барьер перед началом приема таблеток? Потому что ни я, ни люди в моем окружении не были достаточно осведомлены о Мало том, знали. что сейчас таблетки, если правильно психиатр подобрал вам дозировку и правильно подобрал препарат, они не вызывают привыкания, у вас не будет никакой зависимости, сильных побочных эффектов не должно быть, которые вам вредят. Если психиатр назначил вам какие-то препараты, и у вас такие побочные эффекты, от которых очень плохо, что-то, Меня. например, что у вас нарушился обмен веществ, и у вас болит живот, болит голова, у вас невозможные... Что может быть побочный эффект какой-то? Запор, тошнота, Но это рвота, нормально. потеря аппетита или наоборот слишком большой. Если это как-то негативно сказывается на вашем здоровье, физическом, ментальном, то проконсультируйтесь с другим психиатром, специалистом. Возможно, вам подберут другой препарат. Да, можно, есть еще такой момент, что нужно найти своего врача, потому что
мы ходили к одному врачу, и, видимо, он как-то не сошлось у них с Татьяной, поэтому, может быть, мы и не стали действовать сразу. А потом, когда приехала уже Люда, они пошли в этот же центр, но к другому врачу. Показали тот рецепт, который выписала первый предыдущий врач, она согласилась с этим и рецептом, то есть и уже разговаривала с Татьяной несколько сессий и рекомендовала нам всем прощаться, проходить сессии всем. То есть близким людям тоже нужно как-то учиться это делать. Разговаривать, себя вести, не переживать, не плакать, не ныть, не драться. Хотя хочется. Чувство вины абсолютно, оно, конечно, есть и будет, но и оно, наверное, и стопорит, мешает действительно прогрессу, потому что ты думаешь, блин, вот это из-за меня. У меня первое время тоже было, я как-то сказала, не нравится на работе, ну и не ходи на работу. И она пришла и сказала, я уволилась. И я такая, блин, ну это же круто. Но потом она лежала и вроде как хотела опять на работу или там что-то. Я думала, блин, да я, наверное, так сказала неправильно. Зачем я так сказала? Она вот теперь уволилась, и из-за этого она вот в таком состоянии депрессивном. Но сейчас я понимаю, что Можете попить. это просто... Я не хочу вот это, я хочу вон то. Значит, вы не хотите пить. Ну да. Ну, то есть надо... Но сейчас я понимаю, что... Сейчас я понимаю, что это надо как-то отложить на полочку и трезво смотреть с холодной головой ко всему подходить. То есть подавить эмоции вины, какого-то переживания, гнева, страха, опять-таки, и действовать. Но действовать нужно, конечно, проконсультировавшись с профессионалами. Все будет чудесно, все странные. Расскажите про ваш опыт. Да, все в этой жизни нам дается не просто так, и, возможно, вы наблюдали какой-то момент трансформации человека. Расскажите тот человек, который улетал и который вернулся после какого-то осознания, работы, терапии с психологом. Возможно, это уже сейчас какой-то вообще как будто бы другой человек. Да, сегодня мы снимаем это видео, потому что нам легко, потому что мы все это прошли и с положительным результатом, поэтому можем об этом говорить, потому что 3 месяца назад нам было не до того вообще. Я вижу результат, я очень рада. Но нужно это закреплять обязательно. Нужно... Но зато я вижу, что человек, который... Это было как затишье перед бурей. И теперь много энергии, много сил, желания, амбиций. И... Амбиции были до этого. Просто... Все получится. Нет, я не буду лучше. Я потом в другом видео. Просто это энергия, как вулкан, который пробился, и нужно суметь его направить в правильное русло, чтобы оно сублимировалось в нечто положительное и правильное, а не просто затопило лавой все вокруг тебя. Люблю метафоры. Вот вы упомянули про лаву, про прорыв какой-то, да? Согласны? Я вижу это так. Согласны ли вы с тем, что не важно, сколько человек работает, важно, сколько человек зарабатывает? Ну, конечно. Итак, рубрика «Дудь». Передаем привет, коллега. Передаем привет, Дудю.
Итак, вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Я зарабатываю, ну, довольно-таки нормально, потому что нам хватает на жизнь. Деньги просто приходят ко мне на карту. Иногда я открываю конверт, если мне нужны деньги, а там деньги. Так что я зарабатываю достаточно для того, чтобы жить, но недостаточно для того, чтобы пока что осуществлять свои мечты и помогать другим, как я этого хочу. Но мой муж работает над этим, чтобы в конверте денег было больше. Да, мы напоминаем, что потолка нет, Вселенная безгранична. И как только вы зададите Вселенной вот четкое понимание, сколько вы хотите зарабатывать в месяц, в год, вообще всю жизнь, так сразу и придет к вам. Действительно, это работает. Абсолютно согласна. Вопросы? Что, вопрос еще есть? Сядьте, пожалуйста, нормально. Ну, я уже хочу лечь, я уже сползаю. Все. Мителем. Ты? Ты. Нет, Я. я в Что отдельно, я? это же интервью я беру. А. И последний вопрос в нашей рубрике. В нашей рубрике? Подкаст. Это не подкаст. Маст. Видео. И последний вопрос в нашей передаче. В чем сила? Сила в семье. Потому что ради себя очень часто бывает неохота и лень, а ради близкого человека ты сделаешь все. И слава богу, что у нас семья большая, дружная, разнообразная, веселая, интересная, но точно так же у всех в этом мире есть семья. Должна быть. Это может быть и один человек, это может быть только ребенок, питомец, дерево, и поэтому ты думаешь, когда ты устал и хочешь от всего этого уйти, ты думаешь, а кто польет мой цветок на окне? Поэтому семья — это наша сила. Что-то я хотела сказать. Как это зовут? Вин Дизель? Да, безусловно, Вин Дизель прав, семья это главное, но иногда не все, что вы можете рассказать психологу, вы можете рассказать. Наоборот. Не все, что ты можешь рассказать семье, ты можешь рассказать. Не все, что ты можешь рассказать психологу, Психологу ты можешь рассказать в семье. Да. То есть изначально правильно было? Нет. Изначально было правильно. Нет. Ты Я сказала не я так. сказала, Ты не все, сказала что ты можешь рассказать психологу. Посмотрим, кто кого газлайтит. Не всегда то. Ку-ку.